«Привет, Эйяр Эмуай». В тот сочельник все было по-другому, когда освещенная сцена внезапно затихла, и среди участников BTS послышалось только дыхание. Тэхён стоял посреди комнаты, его глаза дрожали, словно он слишком долго что-то сдерживал. В руке у него был маленький листок бумаги, на котором были написаны два простых, но значимых слова, адресованные конкретно Чингуку. Когда он открыл рот, его голос дрожал, и все поняли, что это не просто рождественское поздравление, а излияние чувств, которые он скрывал. Чингук смотрел на листок, не моргая, пытаясь сдержать эмоции, которые медленно прорывались сквозь его защиту. И в этот момент атмосфера стала эмоциональной, казалось, вся комната плакала вместе с ними. Тэхён еще раз посмотрел на листок бумаги, прежде чем наконец набраться смелости прочитать его. Два простых слова, которые он произнес, были такими нежными, но они потрясли каждое сердце в комнате. Чингук замолчал, словно время остановилось, а остальные участники обменялись безмолвными взглядами. Они знали, что за этими двумя словами скрывалась долгая история отчуждения, сожалений и невысказанных чувств. Чимин прикусил губу, сдерживая слезы, наблюдая, как Тэхён изо всех сил старается говорить ровно. Обычно невозмутимый Намджун опустил голову, осознавая всю тяжесть эмоционального пути, который они прошли вместе. Эти два слова могли показаться простыми для внешнего мира, но для них они были как мост, который чуть не рухнул, но наконец-то был восстановлен. Тэхён не стал вдаваться в подробности, но взгляд Чингука говорил им все. Были ошибки, о которых они никогда не говорили, дистанция, которую они создали, сами того не осознавая, и в ту ночь все стены их сердец наконец рухнули. Чингук глубоко вздохнул и медленно подошел ближе, но все еще сомневался, достоин ли он принять эти слова. Атмосфера в комнате нарастала. Хобби уткнулся лицом в ладони, а Юнги смотрел в пол, пытаясь держаться. Не потому, что они были слабы, а потому, что знали, этот момент был самым искренним моментом в их дружбе с момента дебюта. Это Рождество было не о подарках, не о музыке, а о смелости признать друг другу свою боль. Тэхён чуть не потерял контроль над эмоциями. Он глубоко вздохнул, а затем сказал, что держал многое в себе — страх, одиночество и чувство вины. Чингук посмотрел на него и впервые за долгое время увидел уязвимую, но искреннюю сторону Тэхёна. Он понял, что за этой всегда сильной улыбкой скрывается сердце, которое молча жаждет понимания. Чингук наконец сделал шаг ближе, затем еще один. Он ничего не сказал, но его глаза говорили за него. В его голове прокручивались все моменты, которые, возможно, неосознанно ранили Тэхёна. Занятость, эмоциональная отстраненность, время, прошедшие без разговоров. И на этот раз он больше не хотел притворяться, что все в порядке. Затем Намджун тихо сказал, что никакие отношения не могут выжить без честности. Его слова пронзили тишину, напомнив им, что семейный путь не всегда бывает гладким. BTS — это не просто группа, а дом для разбитых и вновь склеенных сердец. Все начали понимать, что та ночь не была случайностью, это был момент исцеления. Тэхён слегка улыбнулся, хотя слезы все еще текли. Он сказал, что эти два слова были не просто посланием, а надеждой, что, несмотря ни на что, они всегда будут нужны друг другу. Чингук наконец опустил голову, позволяя слезам бесстыдно литься. Он понял, что слишком сильно сдерживал свои чувства. Комната теперь наполнилась другим теплом. Не смехом, не музыкой, а честностью, которая наконец осмелилась вырваться наружу. Участники наклонились ближе, образовав небольшой круг, как это было во времена их стажировки. Никаких камер, никакого внимания публики, только они, 7 разбитых сердец, которые так и не расстались по-настоящему. Чингук наконец тихо заговорил, извиняясь за дистанцию, которую он, возможно, неосознанно создал. Тэхён покачал головой с улыбкой, потому что для него важнее всего было не прошлое, а смелость вернуться домой. И в ту ночь Чингук вернулся домой. Не куда-то, а к сердцу, которое он оставил. Чимин обнял Тэхёна сбоку, а Хобби присоединился к ним, обнимая их со слезами на глазах. Юнги подошел, почти ничего не говоря, но его взгляд показывал, как он гордится смелостью Тэхёна.
Они больше не были просто участниками группы, они были семьей, которая заботилась друг о друге, даже если внешний мир не всегда понимал это. В углу комнаты мягко горели маленькие рождественские огоньки, отбрасывая теплый свет на их лица. Этот момент казался самым искренним подарком, который они когда-либо получали. Не было грандиозной сцены, не было аплодисментов публики, но было облегчение от того, что они наконец смогли простить друг друга. Тэхён еще раз посмотрел на Чингука, на этот раз без слез. В его взгляде были спокойствие, надежда, улыбка, вернувшаяся к жизни. Чингук медленно кивнул, словно обещая, что отныне он больше не позволит своим чувствам висеть на волоске. Они решили двигаться вперед вместе, несмотря ни на что. Затем Намджун сказал, что именно этот момент является причиной того, что BTS все еще вместе. Не из-за славы, не из-за цифр, а потому что они всегда находили способ снова понять друг друга. Они поняли, что братская любовь рождается не из совершенства, а из мужества вместе противостоять боли. На улице начал падать легкий снег, словно само небо праздновало эту значимую тишину. Тэхён на мгновение закрыл глаза, благодарный за то, что наконец-то отпустил бремя, которое нес в одиночестве. Чингук тоже почувствовал себя легче, потому что эти два простых слова изменили все. В тот вечер между ними больше не было дистанции. Только теплые объятия, ответный смех и медленно исцеляющееся сердце. Они поняли, что не все раны нужно скрывать. Некоторые, на самом деле, нужно разделить, чтобы перестать страдать. Тэхён посмотрел на рождественскую елку в углу и улыбнулся. Он чувствовал, что это Рождество больше, чем просто праздник, это новое начало. Начало смелости быть честным, начало долгожданной открытости и начало отношений, которые стали крепче, чем когда-либо. Затем Чингук взял Тэхёна за руку, крепко сжимая ее без слов. В этом сжатии было обещание, которое не нужно было произносить вслух. Обещание остаться, быть стойкими, никогда больше не отпускать друг друга в молчании. И другие участники почувствовали тепло, разливающееся между ними.